Приветствую всех на очередной серии про наше путешествие на Мальту в последнюю неделю марта. В данный момент мы направляемся на автобусную остановку, мимо дерева, похожего на баобаб. А может и не похожего. Как вы поняли, я не ботаник, но подобные вещи мне нравятся. Воспользовавшись автобусом номер 3, мы доехали до конечной остановки Валетта, рядом с которой находится фонтан Тритон. К сожалению, небо второй день затянуто африканской пылью и не позволяет передать красоту этого места с голубым задним фоном. Но жизнь прекрасна в любое время и в любой форме, поэтому радуемся каждому моменту. И вот мы уже идем по Валетте, приближаясь к местной достопримечательности под названием Нижние сады Баракка. Данный объект находится на берегу, омываемом водами залива Гранд-Харбор или Великая Гавань по-нашему. И именно эта сторона Валетты будет являться основной темой сегодняшнего видео. Остальную же часть столицы Мальты мы протопали в январе прошлого года. И также сняли кино, которое можно посмотреть по подсказке под видео. Кстати, именно по этой причине мы решили сфилонить и доехали до дальней части Валетты на микроавтобусе, в который сели на автовокзале возле фонтана Тритон. А все потому, что по прилету на Мальту прямо в аэропорту купили проездные Explorer на неделю. И сейчас нагружаем общественный транспорт этой стороны республики по полной, чтобы оказаться в итоге в плюсах. А вот и искомый объект под названием Нижние сады Баракка. Он из себя представляет небольшой парк с великолепными видами на залив Гранд-Харбор и был построен примерно через 100 лет после Валетты для релакса рыцарей-госпитальеров. И, как утверждает история, изначально терраса была под крышей, то есть братья ордена могли медитировать в тенечке под ручку с какой-нибудь прекрасной дамой, если, конечно же, это не являлось нарушением обета целомудрия. Между тем, пройдя половину сада, можно обнаружить приличных размеров сооружения, без крыши и окон, но с хорошими видами вокруг. Мне почему-то представляется, что в этом месте когда-то стояли большие деревянные столы с большими скамейками, за которыми сидели суровые рыцари и пили из железных кружек вино кровавого цвета, исключительно в оздоровительных целях. Сейчас в экране видно военный мемориальный комплекс Сейдж-Белл, который был открыт в 90-х годах прошлого века в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II. Мы же сейчас глянем на место нашего нынешнего жилья, который находится в бывшей столице Мальты, городе Биргу, на противоположном берегу залива. Видимость, конечно, ужасная, но искомый полуостров с нашим временным местом жительства прямо по курсу, потому как Форт Сан-Анджело ни с чем не спутаешь. А между нашими берегами судьбоносный для Мальты залив Гранд-Харбор. Железные скамейки – это лучшее средство защиты от вандалов. А сейчас мы идем вдоль берега, вышеупомянутого залива, и получаем удовольствие от симпатичных домиков справа. Если посчитать в километры длину лестниц в столице Мальты, я думаю, что эта цифра будет сопоставима с длиной бесступенчатых дорог. Как видите, правильно выбранная лестница – это всегда хороший результат в итоге. Весело смотрящийся катамаранчик куда-то чешет по своим делам. А это, собственно, Форт Сант-Анджело. Мы же тем временем добрались до садов Верхнего Баракка. И, по-моему, здесь позеленее. Да и место под зону отдыха побольше. Тут у нас даже фонтанчик имеется. И вообще как-то здесь поуютнее.
А этот памятник, наверное, символизирует открытие этого места для публичного посещения. Сразу после ликвидации Мальтийского ордена Бонапартом, понимаете ли, Наполеоном. Кругом какие-то надписи, памятные таблички, памятники и интересные оградки. Прощальный вид с площадки сада на бастионы Валетты, готовые встретить супостаты со стороны суши. На них я наблюдаю довольно много разнообразных деревьев. Скорее всего, это последствия политики озеленения острова. А вот на этот домик мы сразу подумали, что это очередная церковь. И представьте себе, не угадали. Это здание фондовой биржи Мальты под тусклым африканским солнышком. В центре площади стоит какой-то мужчина спиной к бирже и весь такой каменный. Это памятник бывшему премьер-министру Мальты Джорджу Боргу Оливьеру. А этот красивый домик, который по сути своей скорее дворец, является резиденцией премьер-министра Мальты. С краешка площади оборудована пешеходная дорожка, ограниченная слева крепостной стеной, а справа длинным, но узким парком, напоминающим чем-то произведение народа, живущего на японских островах. Вполне возможно, что вечерком здесь будет прогуливаться премьер-министр Мальты. А мы не против. Пусть гуляет. Автостоянки на Мальте самые надежные, о чем красноречиво свидетельствует не только статистика, но также их вид. Между тем спереди уже виднеется очередное шедеврально выглядящее здание. На этот раз это уже точно церковь. Называется она в честь святой Екатерины Александрийской. А датой постройки считается 1576 год. Кстати, еще один увековеченный образ премьер-министра Мальты – сэр Пауль Боффа, собственной персоной, хотя правильнее, наверное, будет сказать, собственным изваянием. В данный музыкальный эпизод мы проходим мимо Королевского оперного театра, который был разрушен во времена Второй мировой войны. Впоследствии в новом месте был оборудован театр под открытым небом, в котором регулярно проходят представления. Но данное музыкальное соло считается уличным, и на него билеты покупать не надо. Мы тем временем покинули Валетту, и дальнейший маршрут нашего движения будет пролегать через Флориану. Это город, вплотную прилегающий к столице Мальты, но являющийся более современным, а из-за большого количества садов и парков считается самым зеленым на островах. Здесь в тенечке гордо стоит монумент великому магистру Мальтийского ордена Антонио Мануэлю де Вильена. А это картинка, которую великий магистр наблюдает. Идти по улице Анна весьма интересно. Сверху крыша, а вниз ведут лестницы. Судя по всему, это подземный ход под улицей. Интересный момент. По разные стороны дороги находятся две абсолютно идентичные мостовые и такие же два здания, которые близнецы. А вот, собственно, и конечная цель нашего маршрута.
Когда ехали на автобусе, заметили в этом месте небольшой сад с многочисленными оранжевыми фруктами на ветвях. И что мы видим? Опять куры с петухом. Неужели у этих яйценесущих нормальная среда обитания под мандариновыми деревьями? В саду, понятное дело, очередной памятник, а вокруг него мандарины, мандарины и мандарины. И самое время сказать всем пока. Поэтому пока!